Всем здравствуйте. Стук у нас так и не прекращается. И то, что я насмотрел в YouTube, из-за чего может быть, это вот в этом месте должен стоять фильтр, который перепускает на муфту VTI масло. Если эта сеточка забита, то может не такая быть пропускная способность, и от этого может быть стук. Начнем с проверки его. Но сейчас я откручу. Это он стоит вот здесь над генератором. Ну вот, достали мы этот фильтр. Ну вот так промыли сеточку. Вот она прозрачная, даже видно вот ее через сеточку. Ну посмотрим, какие даст результаты. Вот мы почистили этот датчик. Теперь нам надо еще почистить вот этот. В общем, надо будет нам снимать датчики. Вот эту деталь нам надо достать будет. Проверить, промыть и поменять фильтр. Может, какие-то изменения будет. Все, снимаем датчики, откручиваем 3 болтика. Ну вот, открутил я вот такие длинные болты, держат на 10. Ну все, пробуем, снимаем фишки, вытягиваем, чтобы было удобней. Если получится, нет, будем там, значит, пробовать отстегивать их. Ну все, я снимать это не буду, потому что на улице минус 20. Я копаюсь в холодном гараже. Буду постепенно все снимать и показывать. Ну вот, первую фишку я снял, и уже видно. Вот она, сеточка эта стоит. Ну вот, снял я этот датчик, вот так вот он выглядит. Вот так вот отверстия эти, где он стоял, выглядят. Ну все, сейчас снимаем сеточку, промываем, пробуем, будет какие изменения или нет. Вот здесь тоже болтик был на 10, сейчас вот этот тоже буду снимать. Так, ну вот здесь вот мы открутили, я говорил, сейчас будем снимать этот датчик. Сейчас посмотрим, что там. Так, настроится. Ну, я говорю, тут холодно все. Что у нас тут находится? Вот такая вот штука там внутри. Вот ее еще будем промывать. Ладно, все, отключаюсь, иду промывать вот эту сеточку, вот это. Как называется, вообще ничего не знаю. Я не слесарь. Я просто водитель. Своими силами пытаюсь что-то почистить, что-то восстановить. Ну вот, промыл я его как смог. Вот так. Здесь все. И вот она, эта прокладка хондовская, оригинальная. Вот ее номер. Оригинально, ищите эту прокладку вот для этого датчика. Ну вот, все, я ее поставил, все подошло, потому что оригинальное все стало замечательно. Ну все, идем ставим. Ну вот, сегодня у нас на улице минус 30. Идем пробовать заводить нашу Хонду, которая на холодную стучала. Вот открыл я капот, чтобы было слышно лучше, как будет заводиться машина после смены прокладки и промывки соленоида. Сейчас у меня также, я показывал в своих обзорах, вот стоит у меня здесь вот так вот я вывел подогреватель, но сегодня специально его не включал, чтобы было реальное показания двигателя на холодную, потому что не у всех есть гараж и не у всех есть подогреватель картера. Сегодня без прогрева, все по-честному, но все заводим.
Сейчас я заглушу машину и произведу то же самое, как в прошлый раз. И сравним заводку мотора на повторную. Заводим машину. Но, на мой взгляд, помогло. С этим вопросом мне помог канал МДР Мастер, к которому я обратился, и он мне по моему ролику все объяснил. Заходите на его канал, хороший мастер. Вот так я отремонтировал свою хондочку. Меня работа радует. Масло тоже хорошо. В 30-градусный мороз повело себя. Буду скоро делать заморозку масла хондовского, хотя я его морозил года 2 назад, 3. Но сейчас буду переходить на другое масло, и будет новый ролик. До встречи на моем канале.